Друзья, всем привет, с вами Олег и канал StableDiff. Сегодня познакомитесь с лучшей на данный момент схемой LTX видео с поддержкой STG, а также еще со схемой апскейла видео на базе Supir. Это быстрый Supir, он апскейлит достаточно быстро и точно. LTX видео – это технология для быстрого и качественной генерации видео по изображению и описанию. Существует две схемы LTX, это Text to Video и Image to Video. Сегодня у нас речь пойдет о схеме Image to Video, это более перспективная схема, и здесь мы сможем воздействовать и уже исходным изображением, и описанием, чтобы задать какое-то действие нашему изображению. По поводу STG, это пространственно-временное управление для улучшения диффузионной выборки видео. STG, в отличие от CFG, которым мы обычно пользуемся в наших генерациях, учитывает временной параметр для диффузионной выборки. И это сказывается на собранности кадров видео и их четкости. Сейчас вы видите сравнение технологий CFG и STG. С помощью этой схемы вы сможете генерировать 3-секундные, 5-секундные, 10-секундные и даже более продолжительные видео. Это можно делать различными способами, прям целиковое видео генерировать большое или разбивать его на этапы. На видеокарте 4090 генерация 10-секундного видео занимает 2,5 минуты, а 5-секундное видео генерируется в 2 раза быстрее, это чуть больше 1 минуты. На видеокарте 3060 с 12 гигабайтами видеопамяти 5-секундное видео генерируется за 3 минуты, а 10-секундное видео примерно за 6 минут. С помощью этой схемы вы можете генерировать видео поэтапно, на каждом этапе менять подсказку и подбирать более удачный сид. Но можно будет генерировать сразу целиком большое видео, 10 секунд и больше, и для этого нужно будет всего лишь переключиться на плиточный декодер. Но плиточный декодер, он ухудшает качество видео, и поэтому все-таки более правильно будет генерироваться поэтапно и получать уже в полном качестве большое видео. Если вам интересны веб-интерфейс Automatic Forge Conf.ui, то для вас у меня есть системные последовательные курсы по этим веб-интерфейсам с моей поддержкой и еженедельными стримами. Курс по Conf.ui обновился, и сюда добавлен модуль по Flux с самыми востребованными схемами на данный момент. Более подробную информацию вы найдете на сайте stablediff.ru, ссылка будет в описании под этим видео, там же будут контакты администратора. Если у вас останутся какие-то вопросы, обязательно их задавайте администратору. Всех жду на курсе, теперь давайте продолжать. Для работы с LTX видео вам понадобится установить Conf.ui. Как это сделать, вы можете узнать вот в этом вот ролике. Тут устанавливается классическая версия Portable Conf.ui с Python 3.11. На данный момент это более правильное решение. Если какие-то изменения будут, я обязательно это напишу. Для этих схем нам еще понадобится скачать и установить некоторые модели. Все модели, о которых я сейчас буду говорить, вы сможете найти под этим видео на Boosty. А сейчас давайте покажу, какие модели и куда их нужно поместить. Открываем установленный Conf.ui и заходим в папку Conf.ui. Теперь заходим в папку Models и заходим в папку Checkpoints. Здесь вы можете создать еще отдельную папку LTX Video и сюда поместить модель LTX Video 2B091.SafeTensors. Эта модель весит 5,5 гигабайт. Теперь давайте вернемся обратно в папку Models и зайдем в папку Clip. Сюда нам нужно будет поместить модель T5 FP16. На этот раз я рекомендую вам установить именно FP16 модель большую, которая весит 9 гигабайт. Модель FP8 вы, конечно же, тоже можете себе поставить, попробовать, но мне показалось, что здесь вот именно FP16 немножко получше интерпретирует подсказку. В плане работы GGUF модели они тоже будут работать, если вы установите загрузчик, но это я дальше покажу. Следующие модели, которые я буду показывать, это модели для апскейлера. Теперь заново вернемся в Checkpoints, и здесь вы можете создать еще одну папку, которая называется Supir. И сюда поместить модель вот такую вот Supir V0Q FP16. Эта модель весит 2,5 гигабайта, и лежать она должна вот здесь, вот в этой папке Checkpoints. Также нам еще понадобится модель SDXL. Вернемся чуть-чуть обратно и зайдем здесь опять же в Checkpoints, в папку SDXL. Вы можете тоже создать также папку SDXL и в нее положить Checkpoint RealVis XL V4. Это именно V4 модель, ссылку я на нее дам, потому что модель V5 она работает, на мой взгляд, похуже. Советую именно V4 модель скачать. Эта модель не Lightning,
не Hyper, это просто обычная классическая модель SDXL, полноценная модель. Модель Lightning вот такая вот нам не подойдет, потому что с ней upscale с супиром получается значительно хуже. Теперь давайте вернемся обратно в папку Models и здесь найдем папку Loros. Зайдем в эту папку и зайдем в папку LCM. Опять же, вы можете не создавать эту папку LCM, но я рекомендую именно какой-то структуры придерживаться, чтобы просто не потерять ваши лоры. Я эту лору положил, соответственно, в LCM, и называется это лора SDXL Lightning 8 Step. Ссылку на нее я опять же дам на Boosty. Из названия понятно, что эта лора, она позволяет генерировать на 8 шагах. То есть мы можем значительно сократить шаги генерации, чтобы ускорить генерацию каждого кадра видео. А кадров видео очень много, поэтому это очень важно. Именно установить LCM-модель. Это LCM-модель быстрой генерации. Модели Florence, которые нам тоже понадобятся, и SAM2, эти модели скачаются на автомате, когда вы первый раз запустите схему ConfUI. Теперь вы под этим видео на Boosty опять же найдете вот такие вот две схемы. Первая схема для генерации видео, LTX она называется, а вторая схема называется Super Upscale для видео. Эта схема нам уже потом понадобится после того, как мы сгенерируем видео. В первую очередь закидываем вот эту вот схему LTX, рабочее пространство, и у вас в итоге появится вот такая вот схемка. Некоторые узлы, конечно же, у вас могут быть красные, и у вас, возможно, такое сообщение даже появится, что вот какие-то узлы не установлены, не найдены. В этом случае нажимаем по кнопке Manager и заходим здесь на вкладку Install Missing Custom Nodes. Здесь у вас появятся некоторые узлы, которые не установлены. Здесь вы можете нажать по кнопке Install. И вот сейчас я вам советую не нажимать вот так вот именно квадрат, а нажимать именно по кнопке Install. И сейчас, когда вы будете нажимать по кнопке Install у каждого узла, у вас будет высвечиваться окошко, в котором будет предлагаться выбирать версию определенного узла. Давайте я вам покажу на примере. Сейчас у меня все узлы здесь установлены, но вот просто на какой-нибудь узел сейчас тыкну и попробую его установить. Давайте выберу какой-нибудь вот такой вот узел, нажимаю Install, смотрите, и вот высвечивается вот такое вот окно. Теперь в новом менеджере, в обновленном менеджере высвечивается именно вот такое вот окно. Здесь вы можете выбирать версию этих узлов. И не всегда версия Nightly, именно которая устанавливается по умолчанию, работает правильно. Если у вас узлы не устанавливаются, попробуйте эту папку удалить из папки Custom Nodes, прям удалить ее, перезапустить ConfUI и попробовать вот таким вот образом установить эти узлы и выбрать, например, вот последнюю вот такую цифровую версию этих узлов. То есть не last, например, а вот такую предпоследнюю получается версию. Нажимаете Select и устанавливаются эти узлы. После этого нажимаете Restart, перезагружаете веб-интерфейс и у вас уже эти узлы должны быть установлены. Если это не сработало, нажмите Last и установите вот такие вот узлы. Если это не сработало, попробуйте нажать вот на вот эту версию, например, этих узлов и их установить. То есть у вас теперь есть выбор, какую версию этих узлов устанавливать. После перезагрузки веб-интерфейса у вас уже будет вот такая вот нормальная схема без каких-то там красных узлов. Давайте посмотрим, что в этой схеме есть. В этой схеме у нас есть некоторые группы. Вот эта вот вообще верхняя вся часть – это именно генерация видео. Вот эта вот часть – это сшивание видео. То есть, например, если вы два разных видео сгенерировали последовательных, вы можете вот сюда один загрузить, сюда второй загрузить, их сшить в одно видео и интерполировать с помощью вот такого узла и получить единое видео уже интерполированное. Сейчас вы увидите, зачем это может понадобиться. Смотрите, первая группа – это загрузка изображения. Здесь мы загружаем изображение. Изображение должно быть качественное. И, на мой взгляд, оно должно быть все-таки желательно 1:1. Вот сколько я пробовал, мне кажется, 1:1 именно формат работает немножко все-таки лучше. Далее в узле Resize Image мы выбираем разрешение нашего изображения. 896 на 896, на мой взгляд, это крайний размер изображения, при котором можно получить максимальную детализацию. Если его повышать, то детализация особо не улучшается. Если понижать, то детализация понижается. Но если у вас не хватает видеопамяти, обязательно понижайте этот размер. Это очень важно для потребления видеопамяти. Здесь есть небольшие подсказки, вы их сможете сами прочитать, что здесь можно выбирать, что нельзя. Так что обращайте внимание на вот эти вот подсказки нот. Дальше у нас идет блок загрузки модели, вот такой вот load Model. Здесь у нас загружается модель T5, FP16, но можно выбрать здесь и FP8. GGUF именно вот в этом узле выбирать нельзя. Если вы хотите выбрать именно GGUF, то вам нужно установить узлы GGUF. Это делается через менеджер. Заходите в менеджер, Custom Nodes. Здесь в поиске вводите GGUF и находите вот такие вот узлы ConfUI GGUF. Нажимаете Install, устанавливаете их. После этого вы вот здесь в рабочем пространстве дважды просто щелкаете, пишите GGUF. У вас находятся вот такие вот варианты различные, и здесь вы должны будете выбрать вариант Clip Model GGUF, вот такой вот вариант. Здесь вы выбираете, соответственно,
ту модель, которая вам нужна, например, Q4, маленькая достаточно модель. Здесь обязательно выбираете LTX, здесь такой выбор тоже есть. И переподключаете, как и вот этот вот узел подключен во все вот эти вот места. Соответственно, вот этот узел либо Ctrl-B байпасите, либо его просто удаляете. Я сейчас все обратно верну, этот узел мне не нужен, но вы теперь знаете, как использовать модели GGUF. Они сокращают потребление видеопамяти. Если у вас критично потребление видеопамяти, то таким образом вы сможете сократить потребление видеопамяти, выбрав либо FP8, либо GGUF. GGUF более сильно сокращает потребление видеопамяти. Далее у нас здесь выбирается модель 091 LTX. Это самая последняя модель, у нее самый хороший VAI, вот этот, поэтому VAI используем именно вот этот, тот не какой-то там сторонний, файн-тюнинг подключаем именно вот этот. Вот. Теперь давайте опустимся вот сюда вот немножко ниже, и здесь у нас как раз таки получение подсказки с нашего изображения. С изображения мы подаем вот сюда вот связь, и во Флоренции у нас получается подсказка такая достаточно объемная, More Detail мы выбираем, и некоторые слова, которые у нас появляются в этой подсказке, мы их меняем, изображение на видео и так далее, это чтобы получить больше динамики в сцене, чтобы у нас именно видео получалось. Теперь давайте сместимся вот сюда вот вправо, и здесь у нас есть две вот таких вот больших группы. Смотрите, вот эти две группы это абсолютно одна и та же группа, она просто клонирована. Дело в том, что вы можете генерировать достаточно небольшие короткие видео, ну, например, 97 кадров, может быть у кого-то по видеопамяти получится только 73 кадра, и потом после этого последний кадр брать и наращивать это видео уже много раз. Здесь дважды оно наращивается, но вы можете прям вот так вот взять, скопировать вот эту вот группу целиком, Ctrl-C, вот здесь нажимаете Ctrl-Shift именно V, чтобы все связи у вас тоже скопировались. Вот сюда вот поднимаем это, и вот отсюда подаем вот сюда вот связь от последнего изображения, от последнего кадра. И теперь у нас уже будет тройное видео. Но так делать опять же не обязательно. Если у вас видеопамяти не хватает, то, как правило, ее не хватает именно на этапе декодирования. На том этапе, когда латентное пространство переводится именно в изображение. То есть это конечный этап перед выводом уже в формат видео, то есть перед видеофикацией секвенции. И здесь этот вариант предусмотрен. Здесь есть возможность выбрать тайлингового декодера. Этот декодер взят с Union. Там есть такие вот видео сейчас 8-гигабайтный Union. Он 8-гигабайтный за счет того, что там применен вот такой вот узел, который называется Wire Decode Tile. Это необычный Wire Decode Tile, который мы используем для изображений. Это специальный декодер для видео. Видеоформат, он как бы в одном изображении, в таком большом, все ваши изображения сгенерированные находятся, поэтому их нужно рассечь. И вот в этом вот Wire Decode это как раз таки рассекается. В данном случае это рассекается на 48 кадрах. То есть, если вы, например, делаете 200 кадров, у вас в конечный декодер приходит 200 кадров. И все 200 кадров нужно перекодировать из латентного пространства в изображение. С помощью вот этого тайлингового декодера вы можете рассечь это видео по 48 кадров и уже потом декодировать. Но есть и обратная сторона этого декодера. Он ухудшает качество изображения. Здесь, кстати, используется еще и другой VAI Fine-Tune, используется 0.9. VAI, который находится в модели, вот здесь вот 0.9.1, он не поддерживается. Вот этот VAI, он не поддерживается этим декодером, поэтому с помощью него не получится работать с помощью вот этого вот узла. Поэтому подключается отдельный VAI, ссылку на нее тоже дам обязательно. Ну и также размер плитки здесь тоже указывается. Я размер плитки указываю прямо вровень в ровень. Самое основное здесь упор делается именно на вот этом вот моменте рассечения кадров, то есть по 48 кадров рассекается наша лента. Пример ухудшения картинки вы можете увидеть сейчас здесь, но здесь может быть не совсем прям лучший пример, на самом деле, прям где больше фотореализм, там больше заметна вот эта серость и понижение немножко деталей. И также есть небольшой лаг такой временной, именно когда у нас режется лента, то есть на 48 кадрах у нас есть небольшой лаг такой, небольшое такое мерцание. В остальном же вполне можно вот этим вот вариантом пользоваться. Вы можете видео делать очень большое, прям буквально одной такой группой, там 200 кадров от, скажем, 10 секунд почти можно сделать легко. Чтобы переключаться между вот этими вот группами, если они у вас вот так вот обе включены, то будет работать вот такой вот вариант без тайлинговой. То есть даже если они одновременно включены. Но если вот эта вот группа выключена, то есть вот так вот, да, вы можете с помощью этого переключателя переключаться. То есть если вот это выключено, то уже будет работать вот эта вот группа.
Я вам предлагаю все-таки оставаться именно на обычном декодере. Он более качественный, изображение более сочное, более детальное получается. Если уже видеопамяти прям совсем не хватает, тогда переключайтесь именно на вот этот вот вариант плиточного декодирования. В каждой вот такой вот группе генерации вы можете указывать свою подсказку. Здесь вот есть дополнение к подсказке. Например, женщина поправляет волосы и меняет позу. Но основная подсказка, она все равно формируется за счет модели Флоренс. Она достаточно большая, выглядит она массивно и очень детально описывает изображение. Здесь это очень важно, описать детальное изображение, иначе изображение просто начнет как бы плыть. То есть, когда у вас будут сильные изменения, оно уже будет очень сильно меняться и обратно в свое исходное состояние возвращаться никак не будет. Вот эта вот подсказка, которую вы пишете, она всегда будет в самом начале, а та подсказка, которая формируется за счет Флоренс, она будет всегда в самом конце. По поводу длины кадров, это указывается вот в этом вот узле. Вот здесь указано 121 кадр, это примерно 5-секундное видео где-то. Если у вас видеопамяти не хватает, можете немножко понизить, там 97 кадров поставить или 73 даже кадра. Но я вот пробовал на 3060 12-гигабайтной видеокарте, 121 кадр тянет очень легко, то есть проблем никаких нет, несмотря на то, что там всего лишь 12 гигабайт, а не 24, как у меня. По поводу влияния фреймрейта на динамику в сцене вы можете почитать вот здесь вот, но в принципе 25 кадров это золотая середина, можете особо не париться, не экспериментировать. Это действительно хорошее значение, оставляйте его. По поводу количества шагов генерации, чем их больше, по идее, тем качественнее генерация, но время генерации сильно увеличивается и качество меняется не очень сильно, поэтому 25 кадров тоже вполне нормальное значение. По поводу планировщика, норма вполне нормальный планировщик, здесь Simple можно выбрать и особой разницы какой-то не будет. Другие планировщики, они лучше себя не показывают, поэтому можно время даже тоже не тратить. По поводу сэмплера, сэмплер LRA, оптимальное значение показывает, еще интересное значение показывает LCM, но он такое немножко дерганное изображение выдает, но качество как бы изображения выше, но зато плавности нет. Поэтому вот либо вот это значение, либо LCM можете выбрать, либо LR. В принципе, остальные варианты сэмплеров, они лучше себя не показывают. По поводу CFG, STG вы можете почитать вот здесь вот, но это оптимальное значение, вам сразу скажу, каких-то изменений в лучшую сторону вы здесь, скорее всего, не поймаете. Я очень различные варианты здесь пробовал, а лучше, честно говоря, генерации не стали. По поводу качества генерации сразу еще, наверное, нужно тоже сказать, что не стоит выбирать изображение, на котором очень детальный какой-то фон. То есть лучше выбирайте либо где размытый фон, либо где фон совсем прям простой, однотонный. То есть, ну вот такой вот фон это нормально. То есть, если фон будет детальный, то такое изображение будет генерировать достаточно сложнее. Если сам объект будет очень сложный, там что-то в руках держать, тоже будет генерация сложнее получаться. Сит у меня всегда зафиксирован, и я его обычно меняю так по единичке, для того, чтобы можно было бы всегда вернуться к предыдущей или предыдущей генерации, не потеряв ее, потому что некоторые генерации удачные, некоторые неудачные, иногда удачные потом найти и вернуть достаточно сложно. На выходе у вас получается вот такое вот видео, вы можете это видео сразу сохранять и потом уже в апскейл кидать, например, вот это видео отдельно и вот это видео отдельно. У вас тогда видеопамять в апскейлере будет расходоваться тоже меньше, вы сможете более детальное изображение получить, потому что чем больше у вас кадров видео, тем сложнее, естественно, работать будет и апскейлеру, а сшивать эти изображения очень легко с помощью вот этой вот схемки. Здесь вы можете просто загрузить одно изображение, второе, и потом уже проинтерполировать эти изображения. В апскейлер кидайте изображение не интерполированное, интерполируйте изображение уже только финальным этапом после сшития. Сейчас я генерацию запустил, чтобы все у нас изображения отображались. Можете посмотреть сейчас на время генерации. 80 секунд генерируется 121 кадр. И во второй группе я здесь выбрал 97 секунд. Здесь у меня другой промпт. Здесь у меня вот такой промпт, здесь у меня вот такой промпт. То есть можно различные действия здесь пытаться задать, по крайней мере, и сидом опять же подбирать более удачный вариант генерации. И так вот, вот эту вот группу в самом низу, о которой я еще не сказал, здесь у нас выводится последний кадр. Смотрите, здесь я вывожу 121 кадр. Почему? Потому что вот здесь у меня выбрано 121 кадр. То есть, соответственно, последний кадр выводится вот здесь. И с этого кадра я уже начинаю продолжать генерацию вот в этой вот группе. То есть этот кадр я подаю на вход этой группе вместо вот этого изображения. И получается то, что у меня это видео просто продолжается. Вот этот вот кадр, конечно же, он будет не такой детальный, как предыдущий. И видео как бы будет постепенно ухудшаться.
И поэтому обязательно смотрите на вот этот последний кадр. Если у вас получается неудачный, какой-то размытый, то в этом случае лучше все-таки поменять сид и сгенерировать какой-то другой вариант вот этого видео, чтобы последний кадр был максимально качественный. Если у вас это как-то не получается, ну, например, видео вам прям понравилось, оно классное, в этом случае вы можете выбрать какой-то другой кадр, например, там 97-й кадр, например, и потом уже подать это сюда. Но просто когда это все будете сшивать, учтите обязательно, что в этом видео у вас должно быть 97 кадров, иначе будет там неправильный рывок. Как вообще это можно учесть, да? Вот здесь, когда вы будете сшивать это видео, вы можете выбрать, например, вот здесь вот frame load cap 97 кадров. И в этом случае у вас остальные кадры просто отсекутся. Так можно делать, но если вы захотите это сделать именно вот на автомате, вот здесь, то здесь нет такого выбора. То есть, видите, здесь мы просто получаем одну секвенцию, вторую секвенцию, и все это на автомате сшиваем в одно единственное видео. Поэтому вам-то придется сохранить это видео отдельно, правой клавишей нажали, Save Preview нажали, выбрали там рабочий стол, то есть сохранили на рабочем столе. Нажали сюда, тоже правой клавишей выбрали Save Preview, сохранили как второе видео. И после этого разбайпасили вот эту схему, соответственно, забайпасили, чтобы она вам не мешала, не генерировала 10 раз одно и то же. Здесь нажимаете вот здесь Choice видео и выбираете там первое видео. Здесь нажимаете выбрать второе видео, например, и выбираете второе видео. Здесь, соответственно, выбираете, сколько вам там кадров нужно, например, 97. А не 121. То есть, если ничего не стоит, да, вот так 0, то это означает, что все кадры берутся, тогда вы просто ничего не считаете. То есть, все кадры из этого видео, все кадры из этого видео. Но если здесь 97, ставите вот здесь вот и сшиваете эти два видео уже в единое видео. После этого работает интерполятор, и он интерполирует это видео до 50 кадров. В данном случае, здесь смотрите, здесь указано 12 кадров, а здесь указано 50 кадров, при условии, что 4 кадра вместо одного получается, то есть дополнительных 3 кадра наращивается. Это сделано для того, чтобы мы этим пользовались после того, как мы в супире проапскейлим. После супира выходит именно 12-кадровое видео. Но эти нюансы я сейчас расскажу, когда буду рассказывать про схему супир. Давайте сейчас забайпасим эту группу. И, в принципе, здесь я так думаю, что все должно быть понятно, да. То есть вот отсюда у нас выходит, давайте я разбайпашу вот эту группу. Смотрите, если вот этих вот значков найти не можете, эти значки можно включить вот здесь. Нажимаете Settings, нажимаете RG-Free. RG-Free – это специальный набор узлов, а если у вас их нет, установите их через менеджер. Так же, как я вам показывал, нажимаем теперь по вот этой кнопке. И здесь немножко ниже опускаемся, включаем вот эту галочку и выставляем вот эти вот две галочки. Все, нажимаем Save и закрываем это окно. Нажимаем крестик и все, вот эти вот иконки в углу у вас появится. Первая иконка, это означает, что запустить генерацию этой группы целиком. Если вы вот здесь нажимаете, то, соответственно, запустить генерацию этой группы. Но все, что необходимо будет для работы этой группы, оно тоже будет отрабатывать, естественно. То есть вот эти вот группы тоже в любом случае запустятся, потому что они связаны с этой группой. А вот эта вот иконка – это байпас. То есть если вы его нажимаете, то все вот эти узлы выключаются. То есть просто соединяются прямым проводом, прямым соединением, грубо говоря. И они работать не будут при условии, если вы нажмете вот эту кнопку Q. Давайте разбайпасим, еще раз посмотрим на вот эту вот схему. Смотрите, первая группа, да, у нас здесь последнее изображение соединено с входным изображением вот этим вот. А вот этот вот рерут у нас подается вот сюда вот для ошибки в конечное видео. Ну, еще раз повторюсь, смотрите, если у вас видеопамяти мало, не будет хватать для апскейла, то сохраняйте отдельно каждое вот это видео и потом их сшивайте там. Если у вас видеопамяти, как у меня, много, ее достаточно, то гораздо комфортнее будет сохранить сразу вот это вот большое одно видео. Правой клавишей нажали Save Preview и сохранили его куда-то там на рабочий стол для дальнейшей обработки в супире. Теперь давайте перейдем в схему супир. Вот такая вот схема супир. Вы ее тоже закидываете вот так в рабочее пространство. Все узлы, которые будут красные, то же самое через менеджер устанавливаете Install Missing Custom Nodes. Если какие-то узлы там не установились, вы уже знаете, их просто надо из папки Custom Nodes удалить, зайти в Custom Node Manager, найти этот узел и его установить через кнопку Install и выбрать нужную версию. Теперь давайте посмотрим на вот этот апскейлер. Смотрите, сюда вы загружаете видео. Первая группа загрузки видео. Вот сюда нажимаем, выбираем нужное видео. Например, нажали вот это видео, да, выбрали. И здесь мы указываем, что мы выбираем только каждый второй кадр. То есть мы будем апскейлить не каждый кадр, а каждый второй. Почему? Потому что это просто быстрее. На качество это сильно не повлияет. Наоборот, у вас видео будет более плавное. Я пробовал разные варианты. Но опять же, вы всегда можете все кадры проапскейлить. Но это будет более высокое потребление видеопамяти. И скорость генерации, соответственно, в 2 раза медленнее. Потому что у вас кадров просто в 2 раза будет больше. Вот такой вот вариант, он оптимальный. Вы можете попробовать.
Если мне не верите, проверьте, что будет, если вы каждый кадр проапскейлите, будет ли результат или нет. Я вас уверяю, что сильного результата вы какого-то не увидите. Дело в том, что мы будем еще пользоваться интерполятором, поэтому видео будет плавное и в этом случае, и в другом. Вот в этом вот узле мы выставляем размер конечного видео по ширине или по высоте, как вам будет удобно. 0 это означает то, что вторая сторона из пропорций просто берется. И смотрите, вот этот размер, это не означает, что у вас видео будет там более качественное, если вы здесь больше поставите, нет. Размер апскейла мы будем выставлять сейчас в другом месте, я вам покажу. Здесь у нас количество кадров, вот здесь вот на выходе. Почему 109? Да? Потому что мы апскейлим только каждый второй кадр. На самом же деле здесь у нас кадров 218, но мы просто берем каждый второй, поэтому 109. Обязательно читайте описание, здесь все написано. Давайте перейдем теперь к вот этой вот группе, ее разбайпасим. Зачем вот эта группа нужна? Эта группа нужна для того, чтобы вы посмотрели, как ваш апскейлер настроен. Когда вы раскрываете эту группу, у вас апскейлер будет работать только с одним кадром. И вы сможете посмотреть вот так вот, устраивает ли вас этот апскейл или нет. Да? Было вот так вот, стало вот так вот. Если он вас устраивает, то вы эту группу вот так вот байпасите, и в итоге у вас уже будут работать все 109 кадров. Это просто для того, чтобы не тратить свое время, 109 кадров не апскейлить, а потом посмотреть, сказать, да не, что-то не то, давай обратно как бы. Нет, просто можно сделать на одном кадре, и уже потом после этого настроенный апскейлер уже прокидывать через весь массив кадров. Теперь давайте опустимся немножко ниже. Вот здесь у нас группа, опять же, Florence. Florence у нас практически везде используется для описания изображения. Здесь у нас получается вот такое вот большое описание. Все это на автомате получается. Вручную мы ничего описывать не будем. Каждый кадр у нас отдельно описываться не будет. Описывается только один кадр. И вот эта подсказка подается уже на все кадры. Потому что описывать каждый кадр – это просто трата времени, это не нужно. Ну и далее у нас самое интересное. Здесь у нас две группы. Первая группа у нас определяет маску с изображения. И потом уже после этого создает вот такое вот видео с маской. То есть кадр в кадр у нас попадает, и маска присваивается каждому кадру. После этого вот эта группа у нас берет и вырезает наше видео вот таким вот квадратом по нашей маске. А для чего это делается? Это делается для того, чтобы понизить площадь апскейленного изображения и максимально повысить качество. Вам не нужно апскейлить размытый фон, потому что, как я говорил, лучше видео обычно получается с размытым фоном. Чтобы фон не апскейлить, на это время не тратить и не тратить видеопамять, которая, кстати, более, наверное, важна, потому что ее может не хватить для каких-то больших апскейлов. И это дает и эффективность по детализации, и дает еще и скорость по апскейлу, значительную скорость, особенно если ваш основной объект вообще маленький какой-то. Представьте, он у вас маленький, вам не нужно все это изображение апскейлить, просто вот такой маленький участок и все. В данном случае площадь занимаемой маски достаточно большая, но тем не менее мы примерно 1/3, наверное, подрезали. И скорость наша повысится на 1/3. В общем, вот эта вот группа отвечает за подрезку. Эта группа отвечает за создание маски. Если вам не нужно это делать, если вы хотите именно все изображение проапскейлить, это тоже здесь можно сделать. Просто вот так выключаете обе эти группы, и схема будет автоматически работать на все изображение целиком. То есть итоговое изображение ваше будет размером 108 пикселей, и в итоге как бы супер будет работать по вот этому вот разрешению. Давайте сейчас включим это все обратно, и смотрите, здесь у нас есть вариант апскейла нашей маски, вот этого бокса нашей маски до 1024. Это может быть значительно больше по разрешению, чем вот этот участок с учетом нашего вот этого размера. И это не означает, что здесь нужно выставлять, соответственно, больше размер. 1080 здесь вполне будет достаточно. Вот этот вот размер, он будет влиять просто на качество апскейла. То есть в любом случае, если вы здесь будете повышать размер, там 1500 поставите, то у вас детализация вот этого конечного видео будет даже при условии, что здесь 1080, все равно будет значительно лучше. Но видеопамяти у вас, скорее всего, не хватит. 24 гигабайт, например, для 1500 точек не хватает при условии, что у меня 109 кадров. Но если бы это видео разбил, как я вам говорил, на 2 видео, а не одно взял сюда, пихнул, то в этом случае я бы смог и 1500 поставить, а может быть даже и больше. И тогда детализацию можно было повысить значительно больше. Но скорость такого апскейла, конечно же, будет тоже значительно больше. То есть, чем здесь вы поставите больше разрешения, тем будет дольше апскейл и больше потребления видеопамяти. Это важно. После этого наше изображение подается в схему супер апскейла. Вот такая вот схема, она раскрытая. И здесь выбирается модель Realvis XL V4, именно V4. Обычная модель, не Lightning, не Hyper, никакая, просто обычная модель. И к ней выбирается
LCM модель LoRa, вот такая вот 8-шаговая, и с помощью нее у нас получится понизить количество шагов значительно и тем самым сохранить хорошее качество. Конечно же, без этой LoRa качество будет выше, но время генерации будет значительно дольше. Почему? Потому что количество шагов придется повышать до 25, до 30, а у нас здесь будет количество шагов при генерации всего лишь 10. Это значительно сокращает, втрое сокращает примерно время апскейла. Здесь у нас выбирается модель Supira. Обязательно перевыбирайте все вот эти модели, иначе у вас будет просто ошибка, потому что у меня папки, как вы видели, какие-то вложенные, и модель называется там по-своему. То есть у вас эта модель, скорее всего, не найдется по умолчанию, вот так, если вы все оставите. Теперь дальше момент, смотрите, вот здесь у нас есть всякие декодеры, энкодеры, вот это вот denoiser есть, да, здесь есть вот такие вот галочки, которые называются Use Tiled Wire. Tiled Wire следует включать только в том случае, если у вас не хватает, вот на этом этапе видеопамяти не хватает, прям включайте эту галку. В этом случае у вас время работы вот этого узла сильно увеличится, прям сильно, там в несколько раз дольше он будет работать, но видеопамяти вам в любом случае, скорее всего, хватит. Если вам видеопамяти хватает, то оставляйте вот так вот все это выключенными. Настройки сэмплера вот такие вот, никаких тайлов здесь не включено, модель в памяти держать тоже не нужно, видеопамять она будет потреблять, это вам точно не нужно. Не надо здесь выставлять тайл, вариант он ничего в принципе не даст, но увеличит очень сильно время апскейла, поэтому оставляйте эти значения вот такими вот. Вот это вот декодер очень важный, у вас скорее всего у многих не будет хватать видеопамяти именно на вот этом декодере. Если у вас такое происходит, то у вас есть несколько вариантов решения этой проблемы. Во-первых, первый вариант это просто понизить размер апскейла, тогда вы потеряете в детализации апскейла. Второй вариант это разбить ваше видео, то есть оттуда его взять два отдельных видео, более коротких, чтобы было меньше кадров. Чем больше количество кадров, соответственно, тем больше забивается память, видеопамять. И третий вариант более простой, вы просто щелкаете вот эту галочку, включаете Tiled Decode Wire, и в этом случае у вас уже видеопамяти точно хватит, но время вот этого декодирования будет очень большое, то есть примерно раз в 5, наверное, может быть даже больше увеличится, поэтому только в крайнем случае так делайте. Лучше разбить, мне кажется, видео на две части. В этом случае вы и в качестве не потеряете, и во времени тоже не потеряете. Поэтому просто будет немножко, наверное, неудобно их потом склеивать, но это будет значительно быстрее, чем ждать даже вот этого декодера. Поэтому в этом декодере Use Tiled Wire оставлять лучше в варианте False, это будет значительно быстрее, но если у вас вариантов нет, никак больше по-другому не получается, тогда просто его включайте и все, у вас тогда уже точно памяти хватит. И после этого мы переходим уже вот в эту последнюю группу, у нас изображения попадают, здесь мы видим наше видео уже апскейленное вот такое вот, и оно у нас всего лишь фреймрейт имеет 12. Почему здесь 12, а не 25? 25 пополам не делится, берем 24, делим пополам, получаем 12 кадров. В итоге у нас вот такое вот видео с пониженной частотой кадров. Но это видео мы не сохраняем, мы подаем эту секвенцию вот сюда вот в интерполятор, здесь мы выбираем 2 кадра, соответственно, из одного кадра делаем 2 и получаем здесь на выходе 24 кадра. То есть тогда нам в этом случае нужно здесь поставить будет 24, при условии, если мы здесь ставим 2. Если мы хотим еще более плавное видео, то здесь мы можем выставить 4 кадра, нарощенных из одного, то есть 3 кадра дополнительно добавляется, и, соответственно, вот здесь фреймрейт тогда, чтобы скорость видео осталась тем же самым, да, мы здесь тогда выбираем 50 кадров, и в итоге у нас получается вот такое вот плавное видео. А еще вот я не сказал про вот эти вот узлы, которые выключены, да, это для того, чтобы просто посмотреть кадры промежуточные, здесь просто будет большой набор кадров, там 109 кадров, то есть вы можете посмотреть, что здесь вообще происходит. Они сбайпасены, почему? Чтобы не тратить видеопамять, потому что большое количество изображений, которые выводятся вот так одновременно, оно, естественно, видеопамять тоже будет занимать, поэтому если вам что-то нужно посмотреть, снимите байпас, посмотрите на тестирование, да, и потом обратно лучше выключите, чтобы не тратить видеопамять. В общем, вот такое вот у нас видео получилось про LTX генерация. LTX очень здорово развивается. Добавили STG, которая значительно повысила качество генерации. И плюс вот этой технологии в том, что ее вы сможете попробовать практически на любой карте. 3060, 12-гигабайтная карта спокойно потянет вот такие вот схемы. По крайней мере, я на такой карте работал тоже. И время генерации тоже приемлемое, даже на 3060 вполне можно генерировать видео, это нормально. Если взять какие-то более продвинутые генераторы видео, то там время генерации значительно дольше, там до полчаса на 3060 доходит, и ждать практически невозможно это все. Здесь же вполне комфортное по времени генерации, то есть обязательно попробуйте, это здорово работает на даже слабых видеокартах.
Друзья, более подробные инструкции, все схемы, все ссылки, о которых я вот сегодня говорил, вы сможете найти на Boosty. Также вас приглашаю на свои курсы по автоматику и Conf.ua с моей поддержкой, с моими еженедельными стримами, которые проходят в пятницу 19:00. Там мы разбираем много всего интересного, всякие новинки, которые выходят, и вопросы, которые у вас возникают в процессе прохождения курса. Курс постоянно меняется. Почему? Потому что меняется Conf.ua. Он постоянно изменяется, приходится вносить какие-то дополнения. Последнее дополнение я вносил буквально в новогодние праздники, также добавил по Flux целый модуль. Там самая востребованная схема на модели Flux. Также, друзья, заходите обязательно в мой большой телеграм-чат, там очень большой комьюнити, можно поделиться своими промптами, задать вопросы, пообщаться с людьми по интересам. И также заходите в телеграм-канал, все ссылки будут в описании под видео. А на этом всем удачной генерации, хорошего настроения, все, всем пока.